Всем привет, дорогие друзья, с вами Рыцарь Вася, и сегодня я начну проходить игру, которая называется Star Wars Knights of the Old Republic 2 The Sith Lords. Как вы понимаете, это самое начало игры, но я пропустил пролог, потому что он не несет никакого позитива абсолютно. Его тут и так мало, ну, совсем чуть. Игра такая довольно мрачная. Я бы сказал. Я когда в детстве в нее играл, даже немножко боялся там во все эти гробницы заходить, вот честно признаюсь. Ситхов потом в конце. Ну, пока мы на Пирагусе открываем дверь в морг, это самое главное. Ну и помещение медицинского склада, чтобы взять аптечки. Здесь 2 аптечки и 25 химикатов. Из химикатов можно что-нибудь сварганить. Вот надо было набор антидотов лучше, потому что там наверняка что-то такое будет. Вообще, если честно, я бы пересрал, если бы я зашел в морг. Find what you're looking for amongst the dead. И какая-то старуха вот так вот бы ко мне подошла. Поэтому я говорю, игра довольно мрачная. Yes, I had hoped as much. I slept here too long and could not awaken. It may be I reached out unconsciously, and your mind must have been a willing one. Or perhaps you have been trained for such things. Close to death. Yes, closer than I'd like. You have the smell of the KOTOR tank about you. How do you feel? I am Kreia, and I am your rescuer, as you are mine. Tell me, do you recall what happened? Your ship was attacked. You were the only survivor. A result of your Jedi training, no doubt. Your stance, your walk, tells me you are a Jedi. Your walk is heavy. You carry something that weighs you down. So it would seem. Keep your past and let us focus on the now. I do not know. I was removed from the events of the world as I slept. A survey of the surroundings may provide the answers we seek. The ship we arrived in, the Ebon Hawk, must still be in this place. We should recover it and leave. We were attacked once, and I fear our attackers will not give up the hunt so easily. Without transport, weapons, and information, they will find us easy prey indeed. Even as I slept, a last word. You may wish to extend your search to some clothes, if only for proper first impressions. I'm not offering to help you. I'm not so young as to leap from death's door as quickly as you. I leave you to the explorations of this place. Here I will remain and attempt. Ну, вообще сдвигаемся к светлой стороне. Сразу персонаж нейтральный. Со временем
Мы приблизимся к вершине, и она будет смотреть вверх. Но пока что есть, то есть. Сейчас мы будем менять иногда. Это такая тактика. Виброрезак и плазменную горелку. Плазменную горелку будем использовать, когда будем ломать какой-нибудь дверь. Или ящик. Она очень быстро ломает. Я, кстати, так быстро убиваю, потому что я в силу вкачал. Хорошо. Она вообще очень важна довольно. И на световых мечах тоже пригодится. И, скажем, для моей тактики это не так важно. У меня там своя хитрость есть. Если 1 на 1, так вообще можно самым дешевым говном победить лорда ситхов. Ну, разве что Дарта Нихилуса. Или Нихилуса, как вам удобнее. Вот его не победить в одиночку. Be careful. There is much energy in the room beyond, yet it stems from nothing that lives. Can you not sense them? Reach out. Cast aside your sight. Cast aside what you see, and instead reach out with your perceptions. Да вижу. You can feel them. The droids you cannot perceive, but the small oscillations of energy, that you can feel, echoing outwards. Ну, значит, сохранимся. Что поделать? Раз хотят. Ну, сейчас развалим тут. It is fate, but it is then. It is the force you feel. It has not been so. Do not turn away from it. Come. I shall guide you down the familiar paths. You will need it if we are to survive. Теперь у нас появилось улучшение уровня, но мы его используем, когда нам будет нужно. Это будет нужно, когда у нас будет мало хп. Я, кстати, не совсем знаю, как тут вещи называть, потому что я играл с разными. У кого-то виброрезчик, у кого-то виброрезак. Я, если честно, без понятия, как его называть. Она, кстати, очень быстро валит. Мне нравится. Сглазил. Там еще будет дроид слева. Правда, довольно скучная локация, но я бы не сказал, что длинная. Давайте спасем человека, который там находится в тюрьме. Однако этому человеку тюрьма не очень нравится, и вы потом поймете. Beyond this door, someone yet lives. Be mindful.
His thoughts are difficult to read. Вообще такой But you have загадочный nothing паренек. to fear from this world, Этот Атом. and he might yet prove useful. Nice outfit. What, you miners change regulation uniforms while I've been in here? Atten Rand. Excuse me if I don't shake hands. The field only causes mild electrical burns. Oh, you mean you didn't come? This slice of paradise is the Paragus mining facility. The only supplier of shipping-grade engine fuel to this corner of the galaxy. Paragus fuel plays havoc with engines, but it gets the job done. As long as you don't mind the toxic byproducts and trying to mine it without blowing yourself up. Yeah, this asteroid belt is one giant minefield. One proton torpedo, even a stray Небезопасный blaster shot, кусочек рая. can start an explosion that'll make the one that shattered Paragus 2 look like a kid's pop detonator. You know the planet with the exposed core you saw flying in? That hole was caused by the first mining station that tried to siphon fuel off the planet. Blew a whole chunk out of the planet and set it drifting out here in a big clump of fuel-cooled asteroids. So the miners drill the asteroids now, not the planet's surface. That's why they don't allow blasters here. Can't trust a miner jumped up on Juma juice not to fire one stray shot that'll turn the entire colony into a thermal detonator. Do I look like some miner? Look, when I start shooting, I'm real careful who and what I shoot. Security claimed I violated some trumped-up regulation or another. Take it up with them if you want. But they stopped listening to me shortly before they stopped feeding me. Now that's criminal. You mean before or after that Jedi showed up? Either way, it's a real You see, this Jedi shows up, and you know what that means. Where there's one Jedi, but the story gets better. See, some of the miners get it into their ferrocrete skulls that since the Jedi's unconscious, they can collect the bounty the exchange has posted for live Jedi. Well, what passes for the law here didn't like that idea. So the two groups started fighting. Then there was some big explosion. I was sitting here for a long time. Then you showed up in your underwear and things got a lot better. Но как же иначе? Don't know much about it. Maybe the exchange wants one as a trophy, or Ну, somebody's got потом something узнаете, against почему. Jedi and is looking to collect. Not many Jedi left. Wouldn't surprise me if the bounty's pretty high. Потому что ситхи хотят уничтожить последнего джедая, но они его не могут найти. А последний джедай The ones that weren't это killed in мы. the Jedi Ну, Civil по их War ended up мнению. На switching самом off деле the есть еще lightsabers long джедаи. ago. Word is there's not even a Jedi Council anymore. But В who общем, knows? что мне рассказывать? Вы потом все сами увидите. Драгус, я думаю, пройду за 2 или за 3 серии. Потому что не такая довольно долгая локация. Yeah, Revan, Malak, and the Jedi that went to join them in the Mandalorian Wars. They turned against the other Jedi and had a scrap that almost laid waste to the galaxy. Where have you been? Look, not like your half-naked interrogation isn't a Hey, wait a minute. You're that Jedi the miners... From my beautiful view in this security cage? Look, I heard some explosions, some emergency alarms, some toxic gas pouring out of the vents. Maybe none of them survived whatever happened. And if they're all Look, hey, let me out and I can help you. I can. I've gotten out of trouble countless... This facility isn't a military installation, which means we may have a chance. You shut down this cell security field and I can reroute the emergency system so we can get to the hangars. We grab a ship and then we fly out of here. Great. Now to business. Let's get to the command console. All right, here we are. Now this console is set on automatic hail. You may have heard it when you came in. The asteroid drift charts are constantly being updated.
So it sends out a transmission to incoming vessels so they don't get crushed into space dust. The hail warns them to keep their distance until orbital drift charts are transmitted, and then provides docking instructions to incoming ships, usually freighters. Thing is, you can bounce that same transmission back to the comm here, and suddenly you've got access to the communication system from the inside. Pure pizzazz. The console's ours. Now, all we need to do is reactivate the turbo lifts, cancel the emergency lockdown. Hey! This system's been severed from the main hub, after it was locked down from remote. You can't even reroute the system, it's been cut clean. That's my guess. To cut off the console specifically from remote, then sever the hub. Doesn't get any more deliberate than that. I doubt it. All we have is communications back. For all the good trying to shout in a vacuum will do us. Be my guest. Not much else we can do. The comm's all yours. Сейчас мы найдем дроида. Ну что, играем за дроида? Теперь нам нужно освободить наших пирагусских, как это сказать, пирагусских пленников, получается. Не будет это все делать такой вот дроид. Видите, он также бьет таким зарядом, как R2, но он не умеет летать. То есть это как бы старая версия астродроидов. В общем, тут много чего можно полутать. Так, лучше этого. Хо. Меня недооценил. Недооценил его пистолетик. Но R2 он вроде не стрелял, но летать мог. Ну это такой еще с пушкой R2. Видите, он даже такой сам по себе указывает на то, что он такой старый. Вот. Своим видом прям. Ну, здесь мы будем их шоковой палкой бить, потому что... Ой, зачем? Вот этим шелковым зарядом. То, что у них энергетические щиты, нам не пробить обычным бластером. Ну, теперь лучше всего вот эту облутать. Тут очень много вещей будет интересных. А эта мина нам все равно не пригодится. Да, кстати, вот у того дроида внизу нужно было обязательно облутать его.
Короче, мой совет, если видите, что что-то можно облутать, лутайте. То есть не помешает никогда. Вот видите, вот я все лутаю, что вижу. И прохождение абсолютно спокойно. А когда что-то не залутал, нужно будет потом бегать обратно, искать, что ты не так сделал. Это ж все заморочки абсолютно ненужные. Кстати, видите, это эбеновый ястреб или черный ястреб, как переводится. Ну, в общем, его сделали таким черным, это мод. Я думаю, команду аварийного управления теперь топливохранилище и выйти из системы. Смысл, смотрите, ангар, вот этот вот, он не открывается пока что. Потом вы туда пройдете, но сейчас не время. Повоюем немного. Этих можно и бластом. Но он мажет. Ну, сейчас его добьем. Так, а чё это так? Не знаю, обычно хватало. Бред какой-то. Ну что ж. Сейчас нам нужно просто делаем вот так вот. Открыть люк, выйти из системы. Все, теперь от нас больше ничего пока не требуется. Ну, вернее, от дроида. В него пальнули ионным лучом. So, how long have you been a Jedi? All right. Hey, what do you know? A little cargo cylinder came through. Дроид справился. If he got the turbo lifts working, then we should have a clear run to the hangar. Wait. Don't tell me you're taking that hatch down into the mining tunnels. Are you? That explosion I heard came from below. There's probably nothing down there except superheated rock and collapsed blast tunnel. You're either really brave or really Alright, I'll try to monitor things from up here. And be careful. The only thing moving down there is likely to be mining droids, so don't be playing hero too hard. Not that I care what happens to you or anything. I just don't want to be trying to get off this rock by myself. I'll keep the comm link open. I may be able to guide you through the tunnels from up here. Don't know if the signal will hold if you get too deep, though. Получаю уже чисто очки светлой стороны. Если честно, я сам не понял за что. Но мы особо не продвигаемся. Там надо уже какие-то пожертвования делать. В темной стороне все легче, абсолютно. Но
Ну, наш путь это путь Can you read джедая. me? What did you say? Your signal's crammed with static. There's a lot of interference down there, probably caused by that explosion. Still, it looks like there's a route down to the Paragas fuel depot. If the passages haven't collapsed, that explosion knocked out most of the sensors. There should be an emergency crate in the next room. Watch yourself. There's a lot of droid broadcasts in that area, but I can't pin them down. Will do. And be careful down there. Find the emergency supplies? Damn it. I mean, good. Good to hear it. No sense in you running around half naked. It's distracting. I mean, for the droids. Look, there may be some survey gear and a safety harness inside the crate, too. The miners wear them when staking claims on the asteroids. The survey gear is designed to spot and protect you against sonic mines. And the safety harness can be helpful if you try to disarm them. Well, these are construction models. In close combat, the guy... В общем, они, There's gotta be... эти дроиды лошарские, поэтому мы можем их победить запросто, как сказал нам Атом. Ну да. Watch where you step. If you have any skill with demolitions, you might be able to recover them and use... If you have survey gear or a safety harness, put them on. They'll make spotting and disarming the sonic charges a little easier. А мы можем просто так пройти, чё. Так. Смотрите, чуть-чуть не задело.